Всем привет, кто любит диких зверей в виде пчел. Вот как надо расположить в улье рамки после того, как вы выкачали мед. Видео, конечно, немножко с опозданием вышло, но так получилось, времени не было. Так вот, что мы делали до медосбора? До медосбора мы семью удерживали от роения. Делали разгрузку гнезда, то есть разрывали им гнездо, ставили между расплодом пустые соты, что и матка откладывала в них яйца и на них поднималась роевая пчела. То вот теперь все кардинально меняется, ребятки. Теперь все по-другому. Вот выкачали вы мед. Что надо сделать? Теперь все наоборот. Если раньше мы гнездо расширяли, чтобы пчелы не роились, то теперь наоборот надо гнездо сбить. Вот пчелка маленькая рождается. Обязательно ей привет передайте. Сейчас пчелки рождаются как раз те, которые будут зимовать. Так вот, после качки все рамки с расплодом надо поставить в одну сторону улья и все друг за дружкой. То есть сделать гнездо пчел компактным. Вот видно была качка меда. Расплод получился рваным, потому что медогонка повредила часть открытого расплода. Когда мед качался, это был открытый расплод. Медогонка его повредила. Часть расплода, соответственно, пропала, часть осталась. Но тут борьба за мед. Либо расплод, либо мед. Мы выбрали мед, поэтому получили рваный расплод. Могли выбрать расплод, тогда вы получили меньше меда. Значит, зачем нам это делать? Зачем сбивать гнездо пчел в кучу? То есть делать его компактным. Дело в том, что таким образом вы освобождаете пчелам нектарные поля. Потому что первую качку меда подсолнуха вы сделали, но медосбор еще не прекратился. И идет, скажем так, опять набор меда. Так как рамки от меда освободились, у пчел появилось много места. И вот если у вас будет стоять рамки так, как мы ставили раньше, то есть рамка с расплодом, потом пустая рамка, потом вощина, рамка с расплодом, пустая рамка, то есть перемешка, то для того, чтобы обогреть расплод, будет задействоваться большое количество пчелы. То есть пчелы должны в гнезде поддерживать определенный микроклимат, они его будут поддерживать, но для этого у них будет использоваться больше пчелы. Чем шире у вас расплодное гнездо, то есть чем больше рамки с расплодом у вас разбросаны по улью, тем больше пчел понадобится семье для того, чтобы содержать правильный микроклимат. Соответственно, чем уже у вас гнездо, тем меньше пчел будет использовано для того, чтобы поддерживать микроклимат. А так как медосбор у нас еще не прекратился, он идет. Первую качку меда с подсолнуха мы сделали. И сейчас вот пчелы будут набирать себе мед на зиму. И еще, если мне повезет, я еще и второй раз его выкачаю. Но уже, конечно, не так сильно, как первый раз. Потому что пчелам надо оставить мед на зиму. Сейчас они себе будут приносить мед на зиму. Так вот, чтобы за медом летало больше пчелы, ее надо освободить от работы. Что за работа? Первая работа — это выращивание расплода. Но сейчас мы не можем пчел освобождать от этой работы. И надо снимать все ограничения с маток. Матки должны сейчас яйца откладывать как сумасшедшие. Вот целая рамка открытого расплода. Вот эта семейка молодец. Все в расплоде. Тут матка справляется. Вот я пролистал. Уже получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 7 рамках расплод. Кое-где вышел. Здесь она полностью все засевает. В общем, все у них хорошо. Так вот, в этот второй период, потому что ресурс семьи на медосборе составляет всего 15 дней, после чего пчелиная семья очень сильно слабнет, потому что она на медосборе изнашивается. И вот вторая половина подсолнуха, она для семьи очень, скажем так, специфическая. Подсолнух вообще растение специфическое, в силу того, что оно цветет очень долго. Хороший подсолнух цветет 30-31 день, а ресурс семьи только 15. То есть через 15 дней семья на подсолнухе начинает сильно слабнуть. Ну и, соответственно, когда подсолнух закончит цвести, семья сильно прослабляется. Так вот, на второй половине подсолнуха матку ограничивать нельзя. Матке надо дать возможность сеять, работать на полную катушку. Поэтому делаем компактное гнездо и оставляем пустые соты для того, чтобы матка в них засевала яйца.
Все остальное отдаем пчелам под мед. Так вот, делая компактное гнездо, мы добиваемся того, чтобы меньше пчел было задействовано на поддержание микроклимата в улье. Все остальные товарищи, которые не поддерживают микроклимат, вперед за медом, за орденами, так сказать. И таким способом мы заставляем пчел летать за медом. Опять все засеяно яйцами, полностью рамка зафугована яйцами, а здесь уже червячки. Тут матка молодец, лупашит как ненормальная. Хорошая маточка. Маточка тут тихой смены этого года, даже еще без клейма. Я еще ее ни разу не видел. Но вижу потому, как она работает. Работает она как сумасшедшая. Хорошая матка. Надо бы ее найти, да поставить ей меточку. Вот такие вот дела. Так что вот качаете мед, сразу берете рамки с расплодом и компактненько их ставите напротив литочка. А все остальные пустые рамочки с другой стороны улья, напротив другого литочка. И таким способом добиваетесь того, что на второй половине взятка у вас пчел побольше летает за медом. Что нам сейчас и надо, потому что пчелам сейчас надо мед для того, чтобы вырастить расплод на зиму. А для этого надо туеву кучу меда. Потому что если пчелиная семья выращивает 8 рамок с расплодом, то для этого надо 8 рамок меда. А это до хрена, это немало. А вот сколько у вас сейчас будет расплода в августе месяце, столько пчел у вас и пойдет в зиму. Будет 8 рамок расплода, на 8 рамках пойдут пчелы в зиму. Будут 4 рамки с расплодом. Неважно, какой величины сейчас у вас семья, она все равно к осени прослабнет. Значит, на 4 рамках пойдет семья в зиму. То есть, сколько сейчас у вас расплода, столько у вас пчел приблизительно пойдет в зиму. Поэтому по количеству расплода, которое сейчас отложит матка, можно приблизительно даже сказать, какой силы семья пойдет в зиму. Такие вот дела. Так что качаете мед, обязательно сделайте компактное расплодное гнездо. Сейчас пчелы уже роиться не должны, хотя чудеса, конечно, после медосбора бывает случается, потому что у некоторых семей планка падает, начинает роиться. Я там покажу, такая семья у меня есть. Но в основном семьи слабнут, семьям уже не до роения, вы их ограбили. Они судорожно пытаются восполнить запасы меда, летают за медом, интенсивно выращивают расплод. Вот эта задача на август месяц. Так что в августе месяце сразу после выкачки держите компактные расплодные гнезда. Ну, лично я так делаю. Ну, а сегодня было такое вот коротенькое видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк. Передаем обязательно привет моим пчелкам. Ну и пишите в комментариях, кто делает как после того, как выкачал мед. У кого какие действия.